Улыбчивого всем настроения. Итак, сегодня я начинаю серию пчелок. Их у меня планируется 3. Я давно хотела связать именно какую-нибудь пчелку. Остановилась на 3 вариантах. Одну выбрать не смогла, поэтому буду вязать 3 разных пчелки. Первая пчелка, которая у меня по плану, это вот такая очень интересная именно в цветовом решении. Вы часто могли ее видеть в интернете, если вы искали пчелок, конечно. Это пчелка под названием «Пчеленок». Автор Наталья Половинкина. И мастер-класс у автора платный. Копирование и распространение данного мастер-класса, а также его частей запрещено. Мастер-класс защищен авторскими правами. Выкладывание в сеть фотографий своей игрушки, связанной по этому мастер-классу, сопровождается моим авторством. Пожалуйста, благодарю за понимание. Итак, автор Наталья Половинкина. Что хотела сказать? С этими описаниями вообще как бы не все так просто. Хочу сказать, что этот мастер-класс я нашла в свободном доступе. И потом оказался он платный. Поэтому сейчас 50% того, что в интернете, оказывается платными мастер-классами. И поэтому делиться ссылками, по крайней мере, я, если буду знать, что этот мастер-класс платный, конечно же, не буду. Автора я указала. Теперь хочу показать, что у меня получается. Игрушка очень интересная именно в своем в сочетании цвета. Я попыталась подобрать такие же самые цвета, как у автора. Пчелка состоит из 3 цветов. Коричневый цвет пряжа Ярнард Джинс, коричневый цвет номер 70, желтый цвет номер 35 и вот такой голубой я взяла номер 81. Вязала крючочком 2,5. Что у меня есть по факту? Все детальки я связала. Кто будет вязать по этому мастер-классу, хочу сказать, что на первый взгляд мастер-класс заморочистый. Но если вязать внимательно и просчитывать ряды, то все у вас получится. Зачем автор заморачивался, например, с 2 маркерами для вязания? Не знаю, так же сама голова, она вяжется с 2 маркерами. Вот так это выглядит. Автор объясняет это тем, чтобы проще было считать. Ну, возможно, кому-то будет и проще вязать, вернее считать. Это тело. Игрушечка достаточно будет большая. Это будет голова. Я ее еще не довязала. У автора детальки все вяжутся до конца и потом сшиваются. Я решила немножечко не довязывать голову, чтобы потом можно было ее удобнее пришить. Ну, это как по мне. Дальше рожки. Рожки у автора 2 отдельные детальки, которые потом сшиваются. Но так как я очень не люблю сшивать мелкие детали, то я решила их связать цельновязанными. Ну, тоже не знаю, зачем их пришивать, если можно упростить и сделать сразу цельновязанные детальки. Дальше ножки. Ножки тоже формы такой своеобразной. Автор, конечно, заморочился с множеством чередования убавок, прибавок, чтобы придать детальке такую форму неравномерную. Дальше ручки. Ручки тоже, так же как и ножки, имеют удивительную форму
своеобразную, я бы так сказала. И опять же, вот такая ручка. В конце последних 2 ряда. Один ряд столбик плюс прибавка, следующий ряд столбики плюс убавка. Ну, как бы это не дает какой-то там, не придает формы, и я как бы не поняла этих рядов, но вязала по описанию автора, так как положено. Итак, ручки тоже готовы. Дальше носик. Носик я решила пришивать тонкой ниткой для обычной швейной, чтобы это аккуратнее смотрелось. Дальше крылышки. Крылышки я тоже все связала. На всякий случай здесь пооставляла большие нитки для пришива, потому что не знаю, как это будет все крепиться и пришиваться. Все детальки связаны. Конечно, описание интересное и с предложениями нескольких вариантов, например, вязания усиков. Автор, конечно, заморочился с описанием, конечно, молодец, очень все чередование столбиков, убавок, прибавок, все это скрупулезно просчитано и прописано. Но я люблю более простые или более элементарные игрушечки. Чем меня эта игрушка зацепила своим сочетанием цвета. Она мне показалась не похожей ни на одну другую пчелку. Я имею в виду как бы стандартной расцветки, поэтому я ее выбрала первую и сейчас буду пытаться собирать, довяжу голову, буду собирать, оформлять, и, конечно же, все, что у меня будет получаться, вы увидите очень скоро. Итак, вот что у меня получается. Я уже пришила ножки, ручки, примерила усики и уже сшила крылышки. У автора на крылышках еще беленькие как бы прожилки. Я решила их не вышивать. Оставлю в таком голубом цвете. Тоже смотрится очень красиво. И остался еще нос. Игрушка получается достаточно большая. Прям, знаете, похоже на моего медведя, которого я вязала. Вот такой тоже толстячок, такой пухляшок. И по размеру где-то, наверное, такой же, как мишка. Я хотела игрушечку поменьше, но получилась такая, как получилась. Ножки пришила, ручки пришила. И пришила еще жало. Я так понимаю, эта деталька должна фиксировать, чтобы игрушка стояла устойчиво и надежно. Поэтому у автора она пришита прям вот здесь. Но мне здесь показалось слишком низко. И я пришила так, как посчитала нужным, как мне показалось красивым. Игрушечка немножечко поэтому заваливается назад. Но если хорошо разровнять плоское дно, то она будет сидеть достаточно уверенно. Сейчас я буду пришивать все эти яркие детали. И единственную детальку, которую я не вязала, это такие черные овальчики под глаза. Там нужна была пряжа очень тонкая, тут маленький крючочек. Я решила пришить просто глазки, 2 бусинки, как обычно это я делаю. Вот, в принципе, ниточки буду нос пришивать обыкновенными тонкими швейными нитками. Осталось буквально несколько минут, чтобы закончить этого пчеленка, и вы уже увидите готовый результат. Итак,
все готово. Посмотрите, какая пчелка у меня получилась. С вот такими крылышками, с такими усиками. Замечательная игрушка, достаточно большая, оригинальная и по форме деталей, и по цветовому решению для тех, кто будет вязать такого пчеленка. Схема на первый взгляд кажется сложной и заморочистой, но если вы владеете элементарными навыками убавка-прибавка и будете внимательно следить за описанием автора, то вы свяжете такую пчелку без проблем. Игрушка мне понравилась. Я хотела такую пчелку связать, именно она мне понравилась визуально. В готовом виде она смотрится тоже очень хорошо. Я очень рада, что у меня есть такой опыт. Вот такой носик. Описание автора очень подробное, хорошее. Так что если у вас есть такое описание, то вяжите с удовольствием, и у вас все получится. Дальше я буду вязать еще одну пчелку. Я думаю, она будет у меня поменьшего размера. Буду ли я повторять эту игрушечку? Не знаю. Если будут на нее заказики, то, конечно же, буду вязать еще. А так, я люблю более простые, более элементарные игрушки. Но эта игрушечка тоже мне очень нравится. Спасибо автору за замечательное описание, за замечательную игрушку и за замечательную идею. Как вам такая пчелка? Пишите, мне будет интересно узнать ваше мнение. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.